Приветствую зрителей моего канала в новом 2020 году. Сегодня познакомлю вас с товаром от Blitzwolf, который был заказан на ebay.com за 15,72 австралийских доллара, чуть менее 14 долларов США. Выгодная покупка. Пакет прибыл ко мне в Беларусь за 40 дней. В принципе, ничего такого, вот просто мусорный пакетик. Модель автономного светодиодного светильника BW-LT8. Это обновленная и, как мне показалось, упрощенная в плане крепления версия, хотя в ней появились ожидаемые улучшения. Сравнение трех версий Old Style, New Style 1 и 2 иллюстративно представлены на официальном сайте производителя. Ссылочка в описании. Упаковка из тонкого картона фирменной расцветки, на которой представлены имя бренда, модель светильника, его назначение, кабинетное освещение, основные технические параметры: напряжение питания 5 вольт, вес уже 213 грамм, а не 130 грамм, как в первом варианте. И, соответственно, выросли габариты. Температура освещения прежняя 3000 Кельвин, теплый белый свет. И также QR-код со ссылкой на официальный сайт изготовителя. Вскрывается эта упаковка с торцов, которые заклеены стикерами. Светильник комплектуется краткой инструкцией на нескольких языках, исключая почему-то китайский и русский. Уведомлением о 18-месячной гарантии, кабелем зарядки с коннекторами USB, micro-USB длиной 85 см. Кабель дешевый, сейчас у нас здесь 5,4 вольта. Подключаю через кабель. 4,9. На кабеле теряется полвольта. Для удобства пользования лампа состоит из двух частей. Самая длинная часть уже 300 мм, что на 2,6 дюйма длиннее предыдущей версии. И шириной стандартно 50 мм. Имеет алюминиевый корпус, профиль которого немного изменен. И его можно рассмотреть, если выкрутить по два самореза с каждого из треугольных торцов. В принципе, они здесь видны. Вот так выглядит профиль. Сверху пирамидкой в соответствующей направляющей вставлены пластиковые белые матовые светофильтры. Внутри на двух текстолитовых платах закреплены очень мелкие светодиоды теплого свечения. Итого всего 72 элемента с габаритами 2 на 3 мм. Они светят в торец пластикового отражателя. Конструкция подобна некоторым дисплеям, которые используются в ноутбуках, и в отличие от первой версии продукта, в которой светодиоды стояли сразу под светофильтрами на алюминиевых полосах, которые использовались для их охлаждения. Отражатель вот этот, он имеет разное преломление с двух сторон, поэтому если вот мы включаем вот таким вот образом, свет, как бы видите, такой достаточно, желтый, но больше к белому. Если я его переверну, он сразу стал желтый. То есть таким образом, поменяв его ориентацию, можно поменять цвет с белого на более теплый желтый. Для соединения с модулем питания и управления используется вот такой вот коннектор здесь установлен, в котором параллельно запаяны эти две платы со светодиодами. А на самом модуле платы управления имеется вот такой выступ двусторонней платы по 3 контакта с каждой стороны. Также здесь просто использованы пластиковые направляющие выступы. Отсутствуют неодимовые магниты, как в первой версии данной лампы. Внешние модули выглядят так же, но в качестве крепления к любой поверхности используются уже всего две пары вот таких вот липучек на скотче. В принципе, достаточно с помощью этих липучек закрепить саму лампу, а модуль питания и управления необходимо будет отсоединять и подзаряжать. В этой версии светильника New Style 2 соединение более надежное, оно не разваливается в руках и можно, в принципе, вот так вот носить, что так, но соединение хорошее. В качестве зарядного устройства с этим кабелем можно использовать адаптер от смартфона с напряжением 5 вольт и током 500 мА. Модуль питания оснащен micro-USB разъемом для подачи напряжения зарядки, рядом с которым внутри корпуса установлен светодиод, изменяющий цвет с красного на зеленый при полном заряде встроенного аккумулятора. В данный момент горит красный.
А в предыдущей версии светодиод-индикатор зарядки был установлен вместо фотодатчика освещения вот этого. Сверху нанесен бренд Blitzwolf, установленный фотодатчик движения, освещения и переключатель режимов авто, выключить среднее положение, включить на постоянное освещение. В режиме авто освещение включается по движению только в темное время суток и только на 30 секунд, после чего светильник отключается. Работа в автоматическом режиме только в темное время суток – это существенное отличие от предыдущих версий лампы. Снизу продублированы технические параметры, изложенные в инструкции. Мощность снижена с 3 до 2 Вт в этой версии. Уровень светового потока упал со 160 до 85 люмен. Температура цвета прежняя 3000 Кельвин и серийный номер. Если снять нижнюю крышку, открутив 4 самореза, внутри модуля питания и управления обнаружим литиевый аккумулятор PLMS 523450PL на 3,7 вольта и емкостью 1000 мАч. Под ним двумя саморезами через слюдяную прокладку закреплена плата TRI 127C BS01. И вот тот самый светодиод индикатор зарядки. Под эту плату изменена также внутренняя формовка корпуса. Заявленное время заряда от 2 до 3 часов и время постоянного освещения 3 часа. Сработка фотодатчика движения заявлена при угле 120 градусов на расстоянии до 4 метров. Зарядка осуществляется током полампера. Кстати, обратите внимание, что просадки по напряжению при этом токе нет, как было при 2 ампера. За чуть более 2,5 часов встроенный аккумулятор набрал емкость 1078 мАч и светодиод поменял цвет на зеленый. Светильник мне поступил в полностью рабочем состоянии. Общая длина лампы 372 мм. Мерцание у светодиодов отсутствует. Вот покажу вам на камеру. Лампу Blitzwolf LT8 я приобретал на замену светильника Kinsot TDL 7116, который я уже 3 года использую для освещения рабочей зоны кухонного стола. Так как в данном варианте удобнее решение с подзарядкой встроенного аккумулятора. Можно отсоединить блок и зарядить его, не снимая всю лампу. Или зарядить по месту крепления светильника, если в пределах длины кабеля зарядки 85 см имеется источник напряжения 220 вольт. Но все же меня не устраивает испускаемый желтый свет. На мой взгляд, все равно яркость освещения этого светильника недостаточно для подсветки рабочей зоны на кухне. Я нашел применение светильнику в коридоре в гардеробной. Светильник дает теплый белый свет, который уместнее использовать в кладовке, в шкафу, какие-то подсветки полок в серванте при наличии общего источника освещения. Мощности в 2 Вт недостаточно именно для рабочего освещения. Интересно его использование под кроватью в ночное время, над плинтусом в коридоре, а также в качестве дополнительного источника света в багажнике автомобиля. Свои идеи по использованию этой лампы излагайте в комментариях. Обращаю еще раз внимание, что существует 3 варианта этой модели LT8, поэтому при покупке внимательно изучайте технические параметры на сайте магазина. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео. На этом я с вами прощаюсь. Пока, до встречи на канале. Увидимся.